we just skipped 400 years. Итак, мы просто пропустили 400 лет. Or almost that. Мы примерно столько. The New Testament starts before Jesus is born. Новый Завет вообще начинается до рождения Иисуса. We have a little bit of the time of Herod just before Jesus. Описывается нам немножко обстановка времен Ирода, как раз вот незадолго до Иисуса. So we'll look at some of the background of the kingdom of Herod and the Roman Empire. И мы рассмотрим немножко исторический фон вообще. Царство Ирода и Римская империя. And then we'll go through the life of Jesus chronologically. И мы потом хронологически изучим с вами жизнь Иисуса. First, our main sources. Первое. Наши основные источники. Of course, the four Gospels. Конечно же, это 4 Евангелия. But then we also have some historians of the first and second centuries. Но также у нас есть книги историков 1-2 столетия. We have some early church writings. Мы видим некоторые ранние труды отцов церкви. We have the epistles. Мы видим послания. And then we'll be using a lot of archaeological information too. И мы также будем использовать много археологической информации. Have you guys talked about the composition of the Gospels yet? Composition, writing. Говорили ли вы уже, изучали ли вы композицию Евангелия, как они были написаны? Anyhow, what we can say is that the order of the Gospels in our Bible is the order in which they were written. Но так или иначе, порядок Евангелия в нашей Библии – это порядок, в котором они были написаны. Matthew, though, was probably quite a bit earlier than the others. Евангелие от Матфея кажется более древним, более ранним, чем другие Евангелия. Mark is based on Peter's eyewitness. Евангелие от Марка основывается на свидетельствах Петра, как очевидца событий. Luke tells us basically that he put together all these different eyewitness accounts for his. Лука в своем Евангелии собирает вместе все различные свидетельства очевидцев. And then John is the latest one. Ну и евангелист Иоанн, понятное дело, последний. And he seems to have such a different gospel because the others were already out there and known. И кажется, что его Евангелие потому настолько отличается от остальных, что остальные в то время уже были известны и были опубликованы и были известны. So his is really supplementary. То есть его Евангелие, оно дополняет то, что уже было написано на тот момент. They often call the first three the synoptics because they have a lot of similar content. Часто называют первые 3 Евангелия синоптические, потому что много там материала повторяется. But John has some very distinct and unique content. Ну, евангелиста Иоанна содержание довольно отличается от других и является уникальным во многом. Do you all know the general audiences that each of the Gospels was written to? Знаете ли вы, кто был аудиторией, в целом, каждого из Евангелий? Yep. Матфей. Matthew, Jews. Hebrews. Right. Mark. Romans. Also, Jews in Rome. What kind of Romans? Какого рода римляне? Какие римляне Марка? Ну, вот вы говорите, Евангелие от Марка для римлян. Для каких? Евреев, которые жили в римском мире. Jews that lived in Roman Empire. Okay, if Mark is written to the Romans, who's Luke written to? Хорошо, если Марк писал римлянам, кому писал Лука? Он конкретному человеку. He wrote to the specific person for as a witness for the court, for the trial. Yeah, maybe. Может быть. That's a good theory. Да, это хорошая теория. Okay, well, Mark, though, you look at Mark and you look at Luke. Но вот вы смотрите на Евангелие от Марка и Евангелие от Луки. They're both written to a Roman type of audience, but И то, и другое написано для аудитории такого римского типа. Mark is written more to the common
people. Но Евангелие от Марка написано больше для обычных, простых людей. So everything happens really quick. It's all action oriented. It's much shorter. Все происходит очень быстро, все основано на действиях, намного короче. Luke is written like an official historian. А Лука пишет, в свою очередь, как официальный историк. More to the educated audience. Больше он адресует свое Евангелие образованной аудитории. So he uses all sorts of public figures and dates and things like that. И в своем Евангелии он указывает всех всевозможных публичных личностей того времени, все даты. Okay, what about John? А что по поводу Иоанна, евангелиста? To all non-Christians. Yeah, he's a universal audience. Yeah. Да, его аудитория, она всеобщая. Мабуть, воно сформувалось в богослів'ї, я розумію. А? Богослів'я, я кажу, сформувалось вже, зрозумів, що треба всім. Maybe like after his theology became solid enough, after years of meditating, he was just ready to share it with everyone. Mm-hmm. Yeah. Okay, so I think that all four Gospels were written before the destruction of Jerusalem. И я считаю, что все 4 Евангелия были написаны еще до разрушения Иерусалима. None of them mention it as occurring, and John even talks about places in Jerusalem like they're still there. Ни в одном из них не упоминается разрушение Иерусалима. И Иоанн даже описывает многие места в Иерусалиме, как будто они до сих пор еще там находятся. The point of this is that they're all written pretty close to the time of Jesus by either people that knew him or by someone who compiled eyewitness accounts. И идея в чем? Все эти повествования записаны очень близко по времени, к времени жизни Иисуса и написаны либо очевидцами событий, либо человеком, который собрал свидетельства очевидцев. And then if we look at the text of the Gospels, we see that some of the copies are very close to the original writings. И если мы смотрим на тексты новозаветной рукописи Евангелий, то мы увидим, что многие из копий, имеющихся у нас, очень близки ко времени написания. We talked about this a little bit on the first day of the class. Мы немножко говорили об этом в первый день курса. But this is helpful in establishing the historical reliability of the Gospels by general criteria. Но это очень помогает нам в том, чтобы установить историческую достоверность Евангелий согласно общепринятым критериям для установления достоверности текста. Понятна мысль? We're gonna answer these 10 questions. Мы ответим на следующие исторические вопросы. These are questions that are usually asked or challenges that are made against the historicity of the Gospels and Jesus. Обычно вот такие вопросы задаются, такие вызовы бросаются историчности Иисуса. Now, number one is accepted by almost all scholars of antiquity. И первый вопрос, он уже практически отвечен, и с ответом согласны почти все исследователи древности. But there are a lot of other people just in the general public or non-specialists who might claim that there's no evidence Jesus even existed. Но есть много людей, которые, просто среди населения и не специалистов, которые до сих пор ставят под сомнение, что Иисус существовал как историческая личность. We'll look at his birth, Но мы рассмотрим обстоятельства его рождения, the census, перепись, которая была тогда, Herod, Ирода, and the massacre of the innocents. избиение невинных младенцев, Things like the teaching and miracle accounts of Jesus. а также, например, учение Иисуса и повествование о чудесах. His trial and the people that were involved in the trial. Суд над Иисусом и те люди, которые в нем участвовали. And then the crucifixion and the resurrection and Christianity in the Roman Empire. Также распятие, воскресение и судьбу христианства в Римской империи. Some of the other ancient texts that are helpful in giving us
background information or demonstrating the accuracy of the Gospels. Некоторые другие древние тексты, которые дают нам информацию об историческом фоне или подтверждают достоверность Евангелий. Josephus is a very useful source. Очень полезный источник — это истории Иосиф Флавий, книга «Иудейские древности». He wrote during the end of, or near the end of the first century. Он написал эту книгу где-то в конце первого столетия. He had actually lived in Judea. Он жил в Иудее. So he knew a lot about the area and about its history. Он знал очень много об этой местности, о ее истории. We'll look at some Roman documents, some Мы посмотрим church на некоторые documents, римские документы, некоторые документы церкви and lots of archaeological sources. и рассмотрим много археологических источников. Here's a map of the Roman Empire in the first century. И вот эта карта Римской империи первого столетия. So Judea is here, Иудея вот здесь, way on the eastern edge of the empire. далеко-далеко на восточной границе Римской империи. This is at the time of Jesus. Вот это как раз времена Иисуса. Later on, it continued to expand. И позже Римская империя также продолжала расширяться. At the time that Jesus was born, Ну, Judea was a client kingdom. like vassal kingdom. Yeah. Во времена, когда родился Иисус, Иудея была таким вассальным царством или вассальным княжеством. It didn't become a province of the empire until 6 AD. То есть, когда Иисус родился, оно еще было вассальным княжеством, и лишь в 6 году после Рождества Христова Иудея стала провинцией Рима. Could we say when Jesus was 6 years old, Judea lost independence, like even partial independence. 6 AD, not when he was 6 years old. He was Okay, 6 more like Okay. Короче говоря, ну, в 6 веке нашей эры, в 6 году нашей эры. Well, they didn't have independence. They didn't lose independence. They just now they were directly ruled by the Romans instead of indirectly. Иудея вместо того, чтобы управляться как не напрямую римлянами, то есть в статусе вассального княжества они были изначально, в 6 году они стали управляться напрямую, они стали провинцией. This was the kingdom of Herod at the time that Jesus was born. Вот это было царство Ирода во времена, когда родился Иисус. Here's the border. Вот граница. And then the different shades here represent after Herod died. И различные вот оттенки здесь показывают ситуацию после смерти Ирода. When Herod died in 4 BC, Когда Ирод умер в 4 году нашей эры, in his will he had designated that his kingdom be broken up amongst some of his sons and his sister. по своей воле он постановил, завещал, чтобы его царство было разделено между его сыновьями и также его сестрой. So Archelaus got the largest area here, Judea, Samaria. Архилай получила самую большую территорию, это Иудея и Самария. And then Herod Antipas got Galilee and over here on the east side of И the Ирод Jordan. Антипа получил территорию в Галилее, а также вот территорию на восточном берегу реки Иордан. Philip had this region, he's not mentioned much. Филипп получил вот эту территорию, он особо не упоминается. And then his sister had just a few cities and the areas around them. Но его сестра получила всего лишь там несколько городов и территорию около них. But those were eventually given over to the Romans. Но эти территории в итоге были все равно отданы римлянам. So when Judea became an actual province, Поэтому, когда Иудея стала действительно уже провинцией Рима, they got this whole area. они получили всю эту территорию. Without Galilee, Yeah, without Galilee. но без Галилеи. Galilee was still under the indirect authority of the local ruler. Галилея все еще находилась под таким непрямым руководством Рима, и ей управлял местный, ну, как бы царь, местный руководитель. То есть Ирод Антип.
the time of Jesus' birth and early childhood, we have Caesar Augustus in power. В то время, когда Иисус родился и во времена его детства, при власти был кесарь Август, при власти в Риме. Luke tells us that, Нам об этом Лука говорит. and this is in the context of that empire-wide census. И мы сейчас об этом говорим в контексте вот этой переписи, которая была по всей империи. But Luke doesn't say anything about Herod in the birth narrative. Но в повествовании об рождении Иисуса Лука совершенно не упоминает об Ироде. Matthew, though, writing to a Hebrew audience, he talks about Herod, but not about Caesar. Матфей же, в свою очередь, когда пишет еврейской аудитории, он упоминает Ирода, но совершенно не упоминает Кесаря. So Herod, he was king from 40 to 4 BC. Итак, Ирод был царем с 40 по 4 год до Рождества Христова. And he was friends with the Romans. И он был в хороших дружеских отношениях с римлянами. He was actually a personal friend of Caesar Augustus. Он, вообще говоря, был личным другом кесаря Августа, императора Августа. And his friendships high up in the Roman Empire allowed him to take power in Judea. И вот его дружба с высокопоставленными римскими руководителями позволила ему добиться власти в Иудее. Before him, the Hasmoneans had been ruling. Hasmoneans? Yeah, Hasmoneans. До него правил Есмоний. They're talked about in the book of the books of Maccabees. Об этом говорится в книгах Маковейских. But Herod took over. He killed some of them and he took over the kingdom. Но Ирод их одолел, он убил некоторых из них, из этих есмонеев династии, и завладел царством. At first, he didn't have control of Jerusalem, so he had to besiege the city. Вначале у него не было контроля над Иерусалимом, ему пришлось взять город в осаду. And in 37 BC, he took control of Jerusalem. И в 37 году до Рождества Христова он взял правление над Иерусалимом и начал править над всем регионом. As a local king, Herod issued his own coins. Будучи местным правителем, Ирод выпустил свои собственные монеты. And sort of following the Mosaic law, he never put his image or the image of Caesar on his coins. И на свои монеты, вроде как следуя закону Моисеева, он никогда не помещал ни свое изображение, ни изображение кесаря. However, he did include some pagan symbols. Но тем не менее он все равно включил туда некоторые языческие символы. This is a Roman pagan symbol here. Это здесь вот римский языческий символ. They call it the helmet of the Dioscuri, which were these twin gods. Диоскура. Ну, это здесь шлем каких-то римских богов-близнецов называется. Not sure. In fact, they're actually mentioned in the Bible once, in the New Testament. Let me find it. It's in Acts 28. Yeah, Кастор 11. Полидевк. Yeah. Да, Castor. диаскуры. Диаскуры в греческой мифологии это Кастор и Полидевк, сыновья Зевса. То есть как бы шлем их. Шлем вот этих братьев-близнецов. Где Деяния? So where do we see them in the Bible? Acts 28:11. Деяния 28:11. Someone read that. Прочитайте кто-то. Та по срок місяця ми відпливли на Олександрівському кораблі, що мав знака братів Діоскурів, і що на острові перезимував. Alright, so, as I said, no overt images, no faces, but
he did have some symbols that he used that were associated with Roman paganism. Ну, то есть на его монете не было явных каких-то изображений, явных лиц, но просто были символы языческие, связанные с римской религией. Now Herod was not an Israelite. И сам Ирод не был евреем, израильтянином. His parents were Edomite and Nabatean. Его родители были отец Едумея, а мать из Наватеев. So Edom to the south, Едом на юге, Nabatea to the east, kind of like the area of Moab. Наватеи это на востоке, это типа как территория Моава. They had converted he had converted sort of to Judaism. И он как бы обратился в иудаизм. So he was kind of like a proselyte who had joined the community of Israel, but he didn't really follow the Mosaic law that closely. Он вроде как был таким прозелитом, который обратился в иудаизм, но он не следовал закону Моисееву слишком уж старательно. And he killed and usurped the previous ruling dynasty. Like killed. Yeah, he killed some of them and usurped the throne. Да, то есть и он убил представителей предыдущей династии и захватил престол силой. So Herod wasn't very popular with most of the people. Поэтому, как вы догадываетесь, Ирод не был особо популярной фигурой среди большинства евреев. This is probably why he did so many building projects in Judea. И, наверное, поэтому он столько осуществил строительных проектов в Иудее. Especially the temple. Особенно касается это храма. It would help him gain favor with the people. Таким образом, это помогло ему добиться какого-то расположения людей. Okay.